Заходите, заходите на эфир. Всем привет. Заходите, кто заходит. Сейчас я тут тоже включу на телефоне. Всем привет. Сегодня у нас подсказки. Если вам нужна подсказка, то прям пишите в комментариях. Вот сейчас, когда идет эфир, пишите слово подсказка. И вот на этой колоде я дам подсказку. Или подсказки можете написать. Тогда будут подсказки на 5 колодах. Подсказки бесплатные, вопросы платные, если что. Вот свечка. Свечка у нас горит. Чтобы все плохое сгорало. Да, чтобы все хорошее к нам приходило. Добрый вечер, Ирина, Анна Баирова, здравствуйте. Давайте начнем подсказочки. Аннет, добрый вечер. Так, Ирина у нас первая по подсказкам. Смотрим для Ирины. Первая подсказка. Ищите помощь на стороне. Такая первая. Следующую будем смотреть. Для Ирины подсказка. С легкостью отказывайтесь от всего, что не идет вам на пользу. Вот. Торт на ночь не ешьте. Не идет вам это на пользу. Ну, в общем, вы сами знаете, да, что не идет на пользу. С легкостью отказывайтесь. Для Ирины подсказка. Не спешите. Все сбудется в лучшее для вас время. Все сбудется, самые главные слова. Хочется, конечно, нам, чтобы все поскорее сбылось. Для Ирины смотрим. Приятная компания. Проведи свое время с теми, кто этого стоит. Не трать его попусту. Хотел сказать, кто этого достоин. Окружи себя людьми, которые зажгут в тебе огонь. То есть приятная компания, хорошие друзья, люди, которые желают вам добра, которые вас поддерживают. Помощь нужна. Ищу как раз на стороне. Вот найдете, найдете. Так, послание из будущего смотрим для Ирины. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Такое послание вам. Вот. Давайте дальше будем для Анны Баировой смотреть. Анна Баирова, подсказка. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. Прямо сейчас, прямо. Давайте в топку бросайте. Неуверенность и пессимизм. Давайте сюда, на свечку, пусть она все сгорит. Неуверенность и пессимизм. Не знаем, что такое, да? И что это за слова такие незнакомые? Сейчас, Анна Баирова, посмотрим. Еще одна подсказочка. Сначала закончите старое, а только потом принимайтесь за новое. Что-то нужно закончить, чтобы потом уже легко пойти и делать что-то новое. Немного подвисает YouTube, пересмотрю в записи. Хорошо, хорошо, Ирина. Так, для Анны Баировой сейчас еще. Для Анны Баировой. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Все возможно. Я в Телеграме писала, и ссылку оставляла, и писала, если у кого не работает YouTube, надо зайти и почитать там. Кое-что скачать, установить и все. Это как обход будет, обход и все, ничего не будет висеть. Ну, там, в общем, надо читать. Все. Анна Баирова, смотрим. Скоро произойдет что-то хорошее, только не дай своим тараканам в голове все испортить. Пустите это хорошее, берите это хорошее. Вы этого достойны. Светлана. Светлана, у нас вопросы я ссылку не разместила. Вопросы за донаты у нас. Вот, ссылку разместила. А подсказки бесплатные. Если напишите слово подсказка в комментариях, то я дам подсказку.
Но вы сами в голове подумайте свой вопрос. Может, она вам поможет. Сейчас мы смотрим для Анны Баировой. Послание из будущего. Что там скажет Анна Баирова? Нужно немножко подождать. Ни о чем не беспокойся. Всему свое время. То есть как бы не отказывают. В общем, все нормально будет, как вы хотите. Но просто время еще не пришло. Вот. Так. Анна Баирова, благодарю вас тоже. Давайте сейчас для Аннет, потом для Светланы. Подсказка для Аннет. Для Аннет подсказка. Ой, избавляйтесь от мрачных мыслей. Так, что это за мысли у вас там? О, слышала. Заработала. Донат. Так, давайте мрачные мысли, если есть у кого мрачные мысли, давайте, пусть они все сгорят. Вот тут свечка горит, в общем. Избавляйтесь, не надо думать о плохом. Надо думать о хорошем, о новом, о будущем. Тем более сейчас Новый год. Надо как бы смотреть, что мы сделали, что еще можно успеть сделать до Нового года. Новые планы. Планировать. Для Аннет смотрим подсказка. Прогоните прочь грустные и мрачные мысли. Начните мыслить в позитивном направлении. Что-то у вас вторая карта уже такое. Что у вас там за мысли? Ну-ка, не нужно думать о плохом, думайте о хорошем. Думайте, как это все легко, раз и реализуется, раз как-то вот все планеты сойдутся, все дороги там раз-раз и выведут туда, куда надо. Так, для Аннет смотрим подсказка. Так, вот настраилась. Смотрите на мир счастливыми глазами. Видите, вы будете смотреть на мир счастливыми глазами, и мир будет на вас смотреть счастливыми глазами. И вот будете счастливы. Добрый вечер, Зара. Смотрим для Анны подсказку. Победи свой страх. Тебе придется столкнуться с ним лицом к лицу. Верь в свои силы. Ты сможешь его преодолеть. Ты сможешь. Ну, нам же дают какие-то вот эти вот преграды, которые мы можем преодолеть. Если захотим, но мы не хотим, да? В общем, так, послание из будущего для Аннет. Ой, Аннет, стоп, перестань это делать, ты знаешь, о чем я говорю. Это, наверное, про те мысли, которые в голове. Перестаньте их крутить. К стоматологу папа сегодня ходил. Переживали за папу, как за себя. Ой, блин, я верю и понимаю, и стоматологи это всегда делают больно. Это как вот идешь к этому стоматологу, а он тебя мучает, короче, камера пыток. Только ты еще за это деньги платишь, блин. Вот для меня это так стоматология. Тебя там мучают, прям вот ты все это чувствуешь, как сколько бы ни было уколов, тебе всегда больно. Это я очень не понимаю. Вообще все нормально будет. Не переживайте. Вам же надо будет еще папу как-то это настроить на хорошее. Поэтому если вы вдвоем будете в таком настроении, один-то должен как-то поддержать. Подсказки переслушала. Спасибо большое. Прекрасной, успешной недели вам тоже, Ирина. Прекрасной недели вам. Так, сейчас еще одну подсказку для Светланы. Да, мы посмотрим донатик. Да, Зарина донатила. Еще одна подсказка осталась для Светланы. Подсказка. Доставьте себе удовольствие. Доставьте себе удовольствие. Так, смотрим. Сейчас донатик загляну. Ну и чего ты тут у меня? Ой, а тут 2 человека у нас задонатили. 2 вопроса мне надо отвечать. Аннет и Зарина. Сейчас читаю, надеюсь, что доступ YouTube восстановит. Чуть подвисает, да, восстановит. Ну и я на это не надеюсь. Я думаю, что что-то все это, как говорят, гайки закручивают и закручивают. Вы знаете, что уже в Excel многие организации не работают, они переходят на мой офис, а мой офис работает через одно место, ни хрена не работает, мягко говоря. Вот, ты пишешь
Ну, короче, это долгая история. Но, в общем, так получается, что мы сами себя ограничиваем и сами себя заставляем работать в тех условиях, в которых невозможно работать. А хотим прям результат на выходе, да еще и большой. Ну, то есть сами. В общем, ладно. Я уже... Верить, надеяться, конечно, нужно, но да, ну как бы, ну, не стоит сильно на это надеяться. Пока люди сами. В общем, ладно. Давайте о хорошем. Давайте Аннет у нас, потом Зарина. У нас донаты. Смотрим донаты. Какие мысли смотрим у него о вас, Аннет? Какие же у него мысли сегодня? Он принял какое-то решение относительно вас. Какое-то решение такое. Прям такое. Что за решение? Чего это касается? Как бы никому вас не отдавать. Официальные отношения. То есть он принял прям вот такое вот серьезное решение, что все. Вы по-любому распишетесь. Вы будете вместе навсегда. Вас свела судьба. И это не просто так. То есть вы его женщина, он ваш мужчина. Здесь как бы серьезные такие намерения, что все должно быть вот как это, как должно быть. Расписались, живем вместе, она моя жена, я ее муж, вот так вот все. Все официально должно быть. То есть у него такие мысли. Он принял решение, все, окончательно, бесповоротно. Какие у него мысли, какие еще мысли? На расстояние между вами. Расстояние между вами, и он не знает, в общем, когда это все закончится и что там у вас происходит. Ему тяжело, что вы на расстоянии. Светлана, благодарю вас, тоже благодарю. Подписывайтесь, приходите. Так что, Анна, ему тяжело, когда вы на расстоянии, потому что он вас не видит, не может потрогать, не может вас поцеловать, не может обнять, не знает, что у вас в голове, не знает, как успокоить, вы не можете его успокоить. То есть вы должны быть рядом, телесный контакт должен быть, а здесь вот далеко, вот это вот ему не нравится. Я все думаю, про любовь-то будет. Вот, у него все какие-то дела, которые нужно решать. Вот еще такие мысли, что вот встреча-то, вот, которую он очень-очень хочет, романтическая встреча, когда обнимашки-целовашки, когда можно сказать нежные слова, когда, ну вот, в общем, вот эта вся романтика, это все задерживается. И он этим недоволен, он очень-очень хочет. Но здесь как будто не от него зависит. Вот тут вот он хотел бы, да, а вот тут вот повешенный, как бы, ну, это обстоятельства, которые он не может ничего сделать, но нужно вот определенное время на это, чтобы эти обстоятельства изменились. Ну, очень хотела бы нежности, романтики, хотела бы, но уже поскорее. Сегодня был сон. Ничего себе, Аннет, вы прямо это предсказательница. У вас туз мечей как раз. Ну вот он принял решение, прям вот такое четкое, бесповоротное при том. Все. Когда мужчина принял решение, это очень хорошо, не надо его подталкивать. Если мужчину подталкивать, то как будто это решение он принял не самостоятельно, а тут он решение принял самостоятельно, и он за это решение отвечает сам, потому что он его принял сам. И вот он будет это вот нести, как бы вот все, это же мое решение, я так хочу, желание, вот. Так что очень хочет встретиться. Какие еще мысли у него? Что-то разрушается. Наконец-то ситуация, кто-то ему поможет, в общем, в том, чтобы это все закончилось. Это тяжелая ситуация, когда вы не можете встретиться, когда все не получается, когда даже если что-то там получается, но вас нет рядом, и он недоволен, ну, вот этим, все ему не то. Вроде бы там все условия, да, вроде все там хорошо, но вот без вас ему ничего не надо. Белый свет не мил, да, как говорится. И кто-то ему поможет. Кто-то ему поможет, чтобы эта ситуация закончилась. Помощь какая-то придет. По работе, да, какая-то помощь придет. Кто-то с работы ему поможет. Какую-то возможность ему даст, откроет. Возможность какую? Чтобы он резко, неожиданно мог к вам приехать. Чтобы наконец-то вот эта поездка состоялась. Кто-то поможет ему. Резко, неожиданно так вот он скажет: уху, уже мчусь. Кто-то по работе поможет, чтобы это состоялось. Кто-то пойдет навстречу или поможет, или возьмет часть работы, или как-то. В общем, что-то там будет такое, что поможет, что-то это разочарование. Да, наконец-то скоро закончится у вас. Слушайте, вот это разочарование, когда вот ему плохо без вас, когда сердце болит, когда всякие мысли в голову-то лезут, надо и не надо, вот это все заканчивается. Видите, скоро у вас будет встреча, это все закончится, и вот вы будете просто радоваться, и он будет радоваться, и вы будете радоваться. Эти вот сомнения. Вот, когда, конечно, расстояние между вами, это тяжело.
ему тяжело. Вот. Но он восстановит вот эти свои мысли. Он даже, знаете, придумывает даже себе в голове того, чего нет, когда вы на расстоянии. Но когда он успокоится, соберется, да, он тут все порешает, все дела. Просто вот то, что вот он какие-то сомнения, когда вот вас не хватает, не знает, что там с вами, да, и начинается вот эта внутри переживалка у него, да, начинает переживать, он из равновесия выпадает, и ему тяжело собраться, тяжело вот это все дела решать. И вот сейчас он подсоберется, все решит. Все решит он. Кубик, добрый вечер. Сейчас мы Анет смотрим. Потом Зарине. Потом вам, наверное. Так, еще какие у него мысли, да? Добрый вечер, Антонина. Можно подсказки, да? Еще Александр мысли, да, нет сегодня. Ой, он так много вам хочет сказать. Аннет, он очень много вам хочет сказать. Много-много. Он хотел бы вам сказать, как сильно он вас любит, как сильно он вас желает, как сильно вот он хочет дать вам, знаете, весь мир просто. Дать вам то, что вы хотите. Он хочет исполнить все ваши желания. Он хочет увидеть, как вы радуетесь. Он хочет увидеть ваши победы, ваши достижения. Он хочет, не знаю, подарить вам все, чтобы сделать вас счастливым. Все, что вы хотите, он хочет иметь такую возможность, чтобы подарить вам это все. Чтобы дать вам это все. Он вас поддержит, он поможет, он все сделает. Хотел бы вот эти слова сказать. Потому что он там, у него много разных мечт. Он бы хотел бы об этом вам рассказать. О чем он думает, о чем он мечтает. Очень быстро хотел бы все это реализовать. Очень много таких слов хочет сказать. Очень много. Наверное, когда приедет, наверное, все расскажет. Вот. Что вот те рядом, да, вот он хочет сказать, что вот рядом, вокруг, он вот даже вот смотрит рядом какие-то женщины, да, он видит их заинтересованные взгляды, он видит, но он же разбирается в женщинах, он видит заинтересованные взгляды, что они хотят с ним, знаете, несерьезных отношений, даже, возможно, какие-то на него засматриваются и несвободные женщины в отношениях, которые свободны, он это видит по их глазам. Видите, они как бы несерьезные отношения с ним хотели бы. Он это видит. Но нет, как бы вот у него есть одна, никто ему больше не нужен, видите? Никто ему не... Вот поэтому у него мысли такие лезут, то что он видит, что здесь кто-то есть. Но он еще думает, что а вдруг и у вас там тоже кто-то на вас так жадными глазами смотрит, страстными какими-то, да, облизывается на вас. Поэтому у него такие мысли возникают в голове, что как там она, ну там тяжело, там меня нету, там, да, мало ли что, кто будет вас оберегать, защищать, вот в этом смысле. Не то, что вы там где-то что-то куда-то вы идете, а в том, что кто вас будет оберегать. Да, очень хотел бы получить шанс на будущее, на ваше, чтобы уже наконец-то вы уже переехали, поехали, пошли туда, куда вы хотите, ваше будущее, чтобы начали уже действовать. Да, он хотел бы начать, вот он поэтому и зарабатывает, он хотел бы новую жизнь начать с достатка, с денег, с изобилия, чтобы это было стабильно, чтобы не было такого, что на что-то не хватает. Поэтому он и старается сейчас с деньгами разобраться. Он не хочет, чтобы вы в чем-то нуждались, вообще нет. Наоборот, он хочет вам дарить подарки, хочет, чтобы постоянно, был заработок обязательно постоянный, возможно, даже может быть не очень такой грандиозный и большой, но чтобы стабильно, постоянно. Он очень хочет новых отношений. У него, знаете, такое произошло, что он переосмыслил всю свою жизнь, свой взгляд там на свою жизнь, на будущее, как он хочет. Вот эти мысли у него, очень много мыслей в голове. Он уже очень сильно думает о свадьбе. О том, чтобы уже, что вот это вот вы его судьба, будете вместе, вы родной человек. Вот изменения очень большие произошли. Вы его, знаете, жизнь его поменяли. И он готов меняться, он не против. Вы его меняете в лучшую сторону.
Меня нужно оберегать. Да, вот он и хочет вас оберегать. Он прям желает. Он желает прям вот... Как это, видите, это мужчины, с которыми нужно бороться. Как бы вот тут вокруг вас он думает, что могут быть мужчины, которые кто-то словами там какими-то флирт, может к вам там как-то флиртовать, кто-то наоборот пожестче, да, скажет, все там, пошли на свидание, такие более настойчивые. Он хочет вот всех их как, чтобы расчистить, чтобы не было вокруг вас никого, нечего тут. Да, и он ждет, когда уже наконец-то все это решится, видите, ну тут время, ожидание нужно. Когда он сможет все это сделать, когда он сможет все это решить, он это все сможет, но нужно время. Да, а уже все, уже это время пришло, уже смотрите, уже все, уже как бы закончилось то, что вот не могло. Ну вот не знаю, но тут уже скоро все решится, как будто и приехать получится, ну, в общем, получится уже дальше двигаться. Здесь как будто вот это все тяжелое заканчивается, начинается новый этап. Как будто он это вывез, все нормально, все сделал, реализовал. Ревность и переживания у него на данный момент. У него очень много мыслей. И то, что и ревность, и переживания, и то, что кто-то может сделать вам больно, а вы там не сможете ответить, чтобы никто вас не обидел, не сделал вам там как бы плохо, да, чтобы по-честному, чтобы там никто вам не мог ничего сделать. Он хочет, чтобы была у вас семья, чтобы были детки. Он очень хочет заботиться о вас, заботиться и словами, и делом, и все тут. Да, он выбрал вас, и он к вам приедет. Он приедет скоро, тут как будто скоро-скоро прям все разрешится. Тяжелая вот эта ситуация закончится, и уже скоро будете двигаться дальше. Тут уже новый этап начнете, возможно, даже переедете уже. Да, сразу карта выпала. Скоро уже переедете. Возможно, он такие вам скажет слова, что давай уже все. Собираем вещи, да. То есть уже переезд ваш очень-очень близко, прям очень близко. После того, как он приедет, вы поговорите, и вот вы это решите. Или, не знаю, тут очень быстро уже. То есть прям вот молниеносно как-то, вот быстрее даже, чем вы ожидали. Да, сможете. Да, этот тяжелый этап заканчивается. Смотрите, здесь как будто вы уже отработали, отстрадали, заслужили, подтвердили, как бы то, что да, вы хотите, и вы не отступите. И здесь уже новый этап в вашей жизни начинается. То есть здесь уже перейдете на новый этап, и переедете, и свадьба будет, и тут новый этап вашей жизни начинается, да. Видите, тут заслуженная победа, вы этого заслужили. И он потому что старался изо всех сил, и вы вместе... Вы вместе создали свое будущее, все у вас получится. Все то, что вы задумали, все получится. Даже вот лучше, чем вот ожидалось, так что все нормально будет. Потому что, возможно, он думает про какие-то трудности, то все, а тут как-то все решится, как-то вот решится, нормально все решится. Не будут палки в колеса вставлять, да, ну, как будто вы доказали, что да, вы это хотите. Вы не уйдете со своего пути, другого вам не надо. Вот, и поэтому вам это дается. Все, вы заслужили. Очень хотел бы отдохнуть с вами и думать о том, как... Ну да, опять то же самое получается. Он думает о встрече с вами, о том, как вы отдохнете, где-то вам надо отдохнуть вдвоем. И о том, что вы одна. Все мысли о вас. Видите, мысли все о вас. И об отдыхе. Как вы отдохнете. Вы будете отдыхать. Очень боится вас потерять, вас обнимет, никому не отдаст. Ну да, тут ревность есть. Ревность, конечно, есть у него. В общем, вот такие мысли у него. Так, сейчас подсказку. Для Инет подсказка на ваш вопрос. Так, рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Ну, воплощайте новые идеи. Что там у вас? Воплощайте.
Что спасибо, Анна, тоже вас тоже благодарю. Так, у Зарины приятные события. Тут какая-то встреча не состоялась, кстати, за этот период, которая должна была состояться. У вас какая-то встреча должна была состояться за это время, но она не состоялась. Какое-то новое. Ну, вы человек, да, к вам должен был прийти. Почему-то не пришел. Заблудился. Ладно. Давайте посмотрим. Приятные события до декабря, да? Приятные события. Конца 2024 года. Для Зарины приятные события. Но вот то, что не получалось, получится. Здесь как будто тяжелый период закончится. То, что не получалось раньше, не получалось, вы уже как бы думаете, что ну нет, так нет, да, а оно бац, и все, и какое-то очищение пройдет, и новый этап начнется. Вы поймете, как сохранить свое здесь. Как сохранить то, что у вас есть. У вас такое желание будет: я хочу сохранить свое. Свою энергию, красоту, финансы, свободу. А вас будут соблазнять на что-то. Тут дьявол вышел. На что не показывают, но сейчас Верховная Жрица. Нет, не показывают. Несколько вариантов будет. Вас как-то будут в ближайшее время соблазнять. Какие-то соблазны будут. И будут смотреть, поддадитесь вы или нет. Это касается ваших чувств. Уход. Это уход от чего-то. Как вы будете защищаться. Это как будто, знаете, из прошлого опыт какой-то. Посмотрят, как вы будете реагировать. Вот если какая-то ситуация будет, которая будет похожая, как было раньше, в прошлом, в общении с человеком, с людьми, там какая-то ситуация, если будет, то вы вспомните, какой был результат в прошлый раз. Вот вы вот так вот сделали, и был такой результат. Да, например, понравился он или вам нет. Если вам не понравился результат, то выходите с этой ситуации. Если вас где-то обижают, да, то есть уходите. Здесь как будто вы уходите, проходите это, основываясь на своем опыте. Вот опыт у вас уже такой был. Эти знания вам помогут. Какая-то ситуация будет, блин. В общем, смотрите внимательно, потому что вас будет что-то соблазнять, предлагать будут вам что-то такое. И не до конца вы будете знать, что там. То есть не до конца будут вам говорить, там, может быть, черная зарплата будет, может быть, там с каким-то подвохом, может быть, ну, там будет человек, посмотреть у него паспорт, чтобы он был не свободен. Потому что здесь какая-то ситуация, которая была уже в вашем прошлом, она повторится. И на основании вашего опыта не делайте этих ошибок, потому что вот эти вот ваши знания, которые у вас уже была эта ситуация, вам подскажут, как вот не обмануться, как принять правильное решение, и тогда вот вы с этой ситуацией справитесь, и вы тогда сможете дальше идти. А вот, это как будто вы проходите какую-то проверку, и у вас тут дальше, видите, светлое будущее. Здесь потому, что у вас встреча с каким-то человеком, с которым вы можете создать очень классные отношения. Я просто думала прям сегодня как раз об этом. И вытащила карты, что он задержится, что-то вам мешает. То есть вам надо что-то пройти. Да, вас расстраивает, что вам приходится бороться, вы уже замучились отстаивать свое, да, свое сердце защищать, потому что вам делают больно, вас разочаровывают те, кто рядом. Вы доверяете, да, вам делают больно. На работе, кстати, какая-то ситуация разрешится. На работе какая-то зависшая ситуация была, которая никак не могла разрешиться. Она разрешится справедливо, по справедливости. Если кто-то напортачил, получит, в общем, по заслугам. Если все нормально у вас, то все нормально, вас не тронут. Тут по справедливости разрешится ситуация. Рабочий момент.
Какой-то одинокий человек, отшельник, чего? Слушайте, я не знаю, это до Нового года или нет. В общем, есть какой-то человек, которого вы не знаете. Он как будто одинок, у него никого нету. Вот нет отношений у него, потому что вышла шестерка пентаклей, вот эти на отношения любовные, то есть у него нет любовных отношений. И здесь этот одинокий человек захочет дать себе шанс на любовные отношения. В общем, смотрите, кто-то с вами будет флиртовать, и если будет у вас интим, то вы можете даже забеременеть. Будьте осторожны, потому что вот здесь вот такие могут быть события. Как будто вы его знаете. Если человек из прошлого, кстати, не знаю почему, тут вышло, что не знаете, тут вышло, что знаете. Может, вы давно не общались. В общем, какой-то человек с прошлого может прийти к вам, что-то предложить, да. Откажитесь, не стоит. Да, потому что его чувство это какое-то, просто он хочет для себя что-то получить от вас. Вот так вот я бы сказала. Потому что у вас энергия изобильная. Да. Потому что вы востребованы, у вас есть мечты. Он не знает, как это у вас получается, да? Ой, но у вас получается. Сила выпала, сила выпала. Вот, в общем, у вас карты выпали. То, что вы изобильная, видите, у вас тут и сильная, и изобильная. Вот он хочет от вас что-то получить. Так что с прошлым лучше не стоит. Сейчас так. Какие-то... О, приятные события до конца декабря. Я взяла другую колоду, потому что что-то тут одни предупреждения, чтобы вы не вляпались. Слушайте, приятные события, Зарина, до конца декабря. Здесь все встанет на свои места. Здесь, тут много можно сказать. В общем, то, что и род вам дает такой шанс, и знакомства, и какие-то возможности. Здесь что-то произойдет, то мимо чего вы не пройдете. Вы не сможете этого избежать. Но это хорошее, это какой-то подарок, это то, что вы заслужили. Это какой-то дар вам от вот ваших вот всех, кто за вас, кто с вами, не знаю, может кого-то сейчас и нет рядом с вами, но все, кто желает вам только добра, да, вот тут вот как-то предоставит вам шанс. Здесь как-то ситуация изменится, здесь все станет на свои места. Люди ненужные уйдут из вашей жизни, придут те, кто должен быть с вами. Те, кто вас любит. Так что вы сами поймете, ненужные люди будут уходить, и вы поймете, что они... Это и правильно. Вот. Здесь какой-то шанс вы получаете. Сейчас посмотрим еще. То есть все станет на свои места, это супер. Вот, то есть это отвалится те, кто нервы вам мотает, и те, кто вообще не должны быть в вашей жизни. А шанс вы получаете на новую любовь, на новые отношения. То есть, видите, скоро все-таки, ну вот после той проверки, потому что здесь какая-то проверка будет на любовь, шанс на любовь. Вообще классно. И при этом человек придет, знаете, тот, которого вам выбрали, я бы так сказала. Ну просто тот, с кем вам будет хорошо, какая-то родная душа ваша. Вот здесь любовь. Любовь к вам идет. Да, здесь новый этап вашей жизни начинается. Что-то новое, что-то красивое, что-то такое. Да, вот позади остается этот дьявол, который вас соблазняет на всякие нехорошие поступки. Он останется в прошлом. И все, и вы наполняетесь, у вас начинается наполнение, гармонизация. Вы спокойны, вы знаете, что у вас все будет хорошо, что оно все к вам придет, что должно быть ваше. Самое лучшее к вам придет. И вы как-то наполняетесь, успокаиваетесь, и все, у вас все стоит на свои места. Да, но тут через какие-то ограничения. Ой, сначала какая-то болезненная ситуация, видите, что-то такое. Ну, вы это обрубите, отсечете, это все пройдет, вы с этим справитесь. Да, уйдете от этого. От неизвестности, от вот этих вот... Если какие-то отношения, да, когда вы не знаете, что в этот вы тоже уходите. Не знаете, что ожидать, с ним, ничего не обещает. Нет, вот эти все непонятные ситуации, они закончатся. Да. В деньгах что спросила? В деньгах, говорит, подождите. Вы сейчас работаете, деньги будут. Только
Только нужно подождать. Все, что заработаете, все будет, когда там зарплата или когда проект, все нормально. Деньги будут, вы будете довольны, вам хватит на то, что вы хотите, на свои удовольствия. Да. Если кто-то будет вами командовать, давить на вас, не знаю, почему опять такое вышло, видите, будет говорить, что так правильно, так нужно, давай, делай, нельзя по-другому. То есть кто-то будет давить, манипулировать, ну, не общайтесь с этим человеком. Вам говорят, уходите от его манипуляций, а не слушайте и как бы делайте свое. Да, потому что вы сильная, вы знаете, куда идти. Видите, и у вас тут начинается какой-то стабильный путь начинается к стабильности, что-то хорошее. Когда придет ваш человек, не говорят, потому что должна вот эта вот ситуация, видимо, пройти. 2 дня, 2 недели, 2 месяца. Нет, до Нового года он должен прийти, до Нового года. Нет, мы же смотрели. Когда это будет ситуация-то, когда вам надо ее... Не говорят, когда будет ситуация, но придет мужчина для семьи. У вас какой-то мужчина к вам движется. Какой-то серьезный для семейных стабильных отношений. Да, пока нет. Пока на стопе. Как будто пока нет возможности встретиться. Вам главное нужно знать, что человек придет. То, что пока у вас нет доступа друг к дружке, это ничего страшного. Это, ну, как бы очень скоро уже человек должен прийти. Здесь как будто знакомство. Какие еще приятные события вам нужно знать? Здесь можете получить какую-то новость, известие от женщины, которая вам очень дорога, которая далеко от вас. Я не знаю, и тут даже может быть известие. Мама напишет, здесь много может быть. Здесь может мама написать, если вы далеко живете. Подруга может написать. Или вы можете какое-то известие получить долгожданное, какое-то хорошее, приятное. Здесь какая-то приятная новость. Может что-то семейное. Приятное такое что-то. Известие получится. Что еще вам нужно знать? Что еще вам нужно знать? Что таких отношений, как раньше, у вас не будет. Вот как раньше была любовь, да, вот где вот там, что, как у вас было, таких отношений не будет в будущем. Они будут какие-то честные, открытые. Они будут как-то неожиданно у вас это все начнется. Будут честные, открытые, где вы будете разговаривать и говорить, кому что нравится, кому что не нравится. То есть тут не будет никто скрывать ничего. Он будет говорить правду, он не будет ничего скрывать. Здесь какой-то человек идет с любовью. Прям 3 карты, опять любовь. Человек идет с любовью, какой-то хороший человек. Очень чувственный. Он вас будет понимать, вы много с ним будете мечтать, планировать. Будет вас ревновать очень сильно. Вот спросила, будете ли вы вместе до конца декабря, вы вместе не будете, а вот в 2025 году вы будете даже жить уже вместе с человеком, с новым, вот, с которым познакомитесь. В 2025 году будете вместе жить. Да, когда вы отсекаете всех несерьезных, здесь придет ваш мужчина по колесу фортуны. Может быть, приедет издалека, но как будто вы его так и хотели. Вот смотрите, то, что вы хотели. Страстный. Такой же энергии, как и вы. Ну, здесь вы будете много думать о романтике.
Вот здесь, может быть, кто-то захочет вас с кем-то познакомить, да, но вы откажетесь. Ну, как бы вы откажетесь, скажете нет. Все несерьезно, тяжело и вообще. Вы здесь будете реализовывать как будто свои желания. Покупать что-то, то, что вам нравится, заниматься собой. Флиртовать уже будете тоже. Здесь что-то такое-то больше ничего такого-то не показывает. Только вот то, что какие-то препятствия надо пройти, и там идет мужчина. Ну если бывший придет, тоже будьте аккуратны. То, что он может предложить. Самое приятное событие — это то, что у вас что-то с финансами будет все хорошо. То, что вы будете радоваться, что вы сможете что-то купить, что-то сделать. То, что с финансами будет нормально. Это самое такое хорошее из всего, что с финансами будет все отлично. Будет много энергии. Да, но только будете все равно грустить. Вам этого будет недостаточно. Так, подсказка на ваш вопрос, Зарина. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Осторожны и внимательны во всех делах. Вот. Тут как бы любовь через трудности. Здесь как-то так. Но человек уже есть для вас. Прям вот есть. Да, блин, тут через трудности здесь когда еще будете переживать, но это закончится. В общем, что-то тяжелое такое вы будете переживать, это закончится. Закончится. Нормально все. Все встанет на свои места. Да, рядом с вами останутся только те, кто должен быть с вами. Кто не сделает вам больно. Давайте посмотрим дальше. Спасибо, Зарина. Валерия, потом Антонина. Вас тоже благодарю, Зарина. Я спросила, почему вам не дают сейчас его, потому что вы сначала должны трудности пройти. Как будто, я не знаю, во Вселенной так устроено, что просто так ничего не дается. Как будто вот какой-то тяжелый период вы должны пройти. Типа того, вот как помучились, да, а теперь вот на тебе конфетку. Вот мне это не очень нравится, конечно. Ну вот так вот, это как будто, вот не знаю. Ну что-то тяжелое прям заканчивается. Все, начинается счастье, легкость какая-то. Для Валерии смотрим, какие перемены скоро ожидают. В личной жизни перемены. Какие-то перемены ожидают, смотрите. Здесь какие-то судьбоносные перемены вас ожидают. Какие-то вот... То, что должно произойти. Вы мимо не прошли бы. Какие именно? Ну, какие? Ну, вот, ну, елки-палки, две карты сразу вытащила, и вот. Здесь у вас или знакомство с новым мужчиной, у которого есть своя машина, который, возможно, приедет, который, возможно, на расстоянии. Активный, страстный, огненный. Овен, Лев, Стрелец, может быть, конечно, огненные знаки, но может быть он просто такой очень энергичный, очень страстный. Так, итальянские страсти, вот он такой. Вот. Здесь как будто колесо судьбы поворачивается, вот и все, и вы встречаетесь, время пришло. Здесь у вас какой-то человек новый, король жезлов.
Смотрите, это не тот, это не тот человек, которого вы знаете. Я спросила сейчас. Одна карта улетела. Вот я спросила, вы этого человека знаете? Видите, тот человек, которого вы знаете, это не тот человек. Видите, нет, с ним ничего не получится. Здесь как будто это не этот человек, которого вы знаете. Тот, которого вы знаете, этот человек, он вообще закрыт для отношений. Не знаю, свободен он или нет, но он закрыт для отношений. Но ему нравятся свободные, обеспеченные девушки. Он на них прям как кот на сметану. Ему нравятся свободные, независимые. Те девушки, которые могут сами себя обеспечить. Те, которые могут сами о себе позаботиться. Свободные. Они ему нравятся очень почему-то такие. Какие, возможно, с ним отношения. Ну, вы только можете, те отношения, которые он может вам предложить, вам не понравятся. Обсудите, какие отношения он может вам предложить, потому что что-то такое вам не понравится. Лучше сразу все обговорите с ним. Да, вы быстренько с ним поговорите, и вы сразу же примете решение после разговора. Вам просто нужно поговорить, что он может вам дать. Какие планы у него на будущее, какие у вас. Совпадете вы или нет. То есть вам нужно понять, что это за человек. Здесь как будто он не может вам дать то, что вам нужно. Может быть, пока? Пусть кается колбаской. Мне очень смущает, что ему нравятся свободные, такие независимые женщины, которыми он пытается манипулировать. Ему деньги надо, смотрите. Ему очень нравится, когда женщина при деньгах. Короче, ладно, ну его. Вот у вас по судьбе идет хороший, страстный, такой прям, огонь, огонь мужчина. Давайте его посмотрим. Ну, этого. Ну вы с новым мужчиной познакомитесь только после того, как распознаете ложь старого мужчины, того, с кем вы общаетесь. Когда вы с ним поговорите, когда вы распознаете, что он что-то там обманул, что-то сказал, когда вы поймете из разговора, что только на легкие отношения он настроен, несерьезные, вот после того, как вы с этим закончите, появится вот этот вот. Да, он говорит, нужно подождать немножко. Да, до конца 2024 уже он должен появиться-то. В декабре он может появиться, в ноябре почему-то. В ноябре вам нужно решать какие-то свои острые вопросы. Это может быть связано и с бумагами, и вообще жизненные какие-то острые вопросы, которые уже надо решить. А вот в декабре выходит, что вы тут уже не свободная можете быть, не свободная по императрице. Вам уже могут предложить отношения. Да, тут получается, что вам нужно уйти вот от этой вот, от любовной страсти, что ли, от любви, которая сейчас, тут как будто вы уходите. От того, что только-только начинается, или вот то, что зарождается, вот от этих вот отношений вам нужно уйти. Потому что вот эти вот отношения, которые сейчас, это вот с этим скубковым королем, это его чувство. Когда вы уходите, вот тут вот уход у вас есть, то вы переходите вот в такую вот энергию, и как раз здесь у вас, так, где они тут увидят? Ну, короче, вот, и тогда вы одной энергией будете, то есть вы тогда сможете заметить друг друга и подойдете друг к другу очень хорошо, поймете друг друга, будете в одних энергиях. То есть вы должны уйти, чтобы поменялась ваша энергия, разобраться с тем человеком. Понять вообще из разговора, что он вам обещает. И насколько это вообще реально или нереально. Нужно или не нужно вам. Нужно закрыть вопрос со старым. Какие-то новости, известия будете получать. Можете приход денег какой-то, да, подарочек вам могут подарить. Потом, знаете, что-то можете узнать такое, что
что откроет вам глаза. То есть то, чего вы не знали. Может быть, это касается старого мужчины, да, может, что-то не знаете. Может быть, это касается денежного вопроса. Но здесь вы как будто узнаете то, что вы не знали. То, что было скрыто от вас, вы наконец-то это узнаете. То ли кто-то расскажет, то ли вот как-то какая-то новость к вам прилетит. Вы это узнаете, вы этого не знали. Вот. Что это вам даст? Какая-то справедливость. Что это вам даст? Вы примете решение. Это вас чему-то научит. Знаете, вот эта вот новость, вот это вот известие, это как опыт для вас. Вы поймете. Вы что-то такое поймете, очень важное. И от этого ваши дальнейшие действия могут измениться. Касаемо чего не говорят, но в мыслях вы примете какое-то решение. Вот после этой новости какое-то важное решение примите. Вот как бы отрежете. Кстати, к вам вот этот мужчина, с кем вы общаетесь на расстоянии, может написать, что я к тебе приеду, давай хорошо проведем вместе время, да, вот так вот он может вам, кстати, писать. Но он не приедет, как бы может так написать, но как бы и что-нибудь не получится, может не получиться. Или если приедет, то тут, короче, не очень все пройдет. Разочаруетесь. Ого, на улице что-то ветрище какое-то задул, прям у меня аж эти колышутся кошечки. А новый придет для... Смотрите, новый мужчина, который заходит в вашу жизнь, он вам прям по судьбе. Видите, это ваша родственная душа. Это тот, вот, с кем вам будет классно. Он идет для семейных отношений, для стабильных отношений, для серьезных таких отношений. Мужчина. Не так, что не то. Вот это прошлое у вас такое вот хихи-ха-ха, повеселиться, хорошо время провести, такой несерьезно. Ну, все, провели время хорошо, все, пока. И дальше пошел гулять. То есть, как бы вот. А этот серьезный, этот сразу будет на семью. Возможно, семейные отношения. Притом вы его не сможете пройти мимо, потому что, ну, вы должны будете с ним начать взаимоотношения, потому что, ну, как бы, так должно быть. Ну, тут опять выходит карта семейная. То есть, потому что вам этот человек, который идет к вам новый, он вам дается для кайфа, для наслаждения, для того, чтобы вы почувствовали, как это, когда вас любят. Ну, здесь так. Да. Вот этот новый человек, он очень востребован в своей профессии. Он готов брать на себя ответственность. Он очень такой гордый такой вот. И у вас будут романтические свидания. Будет вам в чем-то помогать. Будет видеть, что вам нужна где-то помощь. И он вам поможет. Да, тут любовь. Ну и тут вообще две карты, смотрите. Тут просто в вашу жизнь приходит любовь, и новый этап вашей жизни начинается. То есть все, вы уже идете дальше вместе. Вместе. То есть никого не было, бац, теперь парочка. Вот. Да, вы пока наполняетесь, не переживайте ни за что. Потом будете очень сильно радоваться. То есть делайте пока то, что вас наполняет. Гуляйте там, не стрессуйте. Вот. Да, тут вам говорят, занимайся работой. То как бы занимайся пока работой, карьерой своей, человек сам придет. Тут как бы просто придет и все, просто знает, что человек придет. Вот. Спросила, что вам нужно делать. Занимайся как работой. Вот.
Но он приедет, да, до конца этого года. Будет встреча, будет встреча. Возможно, даже Новый год сможете вместе отметить. Ну, может, даже на Новый год приехать. Но вы его не знаете, как будто это не тот, который с прошлого, как будто нет. Новый человек. Вот. В общем, здесь так показывают. Здесь говорят так: разбирайся со своими этими делами, наполняйся, работай, поговори с прошлым своим вот этим, что там, как там, какие намерения, что он планирует. Если приедет, пусть едет быстрее, как раз поговорите лично, если что. Вот. Чтобы на нее время не тратить. Ну, это все решится. Ну, когда, если кто-то захочет вас обмануть, да, вот человек получит по заслугам. Как раз мы про прошлого говорили. Если он причинит вам боль, то и он это же почувствует. Вот. Ну, то, что вам нужно знать, это то, что приедет человек, мимо которого вы не пройдете, он будет очень соблазнительный. И вам еще, вот, чтобы это все случилось, нужно решить свой вопрос. То есть с двумя вот так вот, ну, как бы тут должен быть один, с которым вы пойдете в счастье, да. Вот. Новый этап начинается, где вы будете счастливы. И рождение ребенка, если вы этого хотите, тут возможно. Или просто счастливые будут отношения, стабильные. Начнут развиваться постепенно. Не так, что это сразу там давай жить вместе, но это ухаживание, подарки. Но с таким настроем, что я настроен серьезно. Ты моя женщина, как бы вот. Я тебе готов помогать, вкладываться вот так вот. Будете узнавать друг друга. Да, он придет до конца 2024 года, короче, что-то выходит так. Я уже несколько раз спросила, думаю, уточнить. Так, подсказка, Валерия. Обратите внимание на свое самочувствие. Ну, то есть, вот, вам нужно отдыхать, наполняться, пока вы с ним не познакомились. Нужно больше гулять, уделять внимание себе. На себя. То, о чем вы думаете, туда вы энергию сливаете. Если вы думаете о каком-то другом человеке, который, может быть, о вас и не думает, то вы ему энергию сливаете. Поэтому проще разберитесь вот, и думайте о себе. Какая вы красивая, как вам хорошо, какой вкусный кофе вы пьете. Вот, а что вы сейчас себе вкусное приготовите, куда вы пойдете, что вы посмотрите, почитаете, какое платье вы наденете. Что-то такое. Вот. Здесь так. Да, больше внимания себе. Благодарю вас. Вас тоже благодарю. Так, давайте дальше смотрим. Антонина. Приятные события. До конца декабря. До конца декабря 2024 года. Ну, со здоровьем плотно занимаетесь, это еще какое-то время займет. То есть, может быть, вы долго откладывали, не занимались своим здоровьем. Да, а теперь вот пришло время, ну, как бы заняться здоровьем, да, это еще какое-то время потребуется вам. Поэтому, ну, просто планомерно занимайтесь своим здоровьем. Все нормально будет. Здесь вышло, что какой-то будет, может быть, врач там, да, у вас, да, с кем вот вы со здоровьем занимаетесь. Здесь будет человек по здоровью такой, который будет вас понимать, будет вас слышать, он вам поможет. Поэтому здоровьем так и продолжайте заниматься, тут все нормально. Вот. Сейчас я отвлекусь, можно. Расклад прошлый пересекается. У него такие же мысли, да, да. Ну ничего, скоро все закончится, Анет, скоро вы будете вместе, наконец-то. Ходят тут разные, слюнки текут и на него, и на вас. Так, давайте для Антонины. В общем, занимайтесь своим здоровьем, продолжайте, это еще какое-то время займет. Ну, может быть, немножко больше времени займет, чем вы хотели, да, но все будет благополучно там сказываться на здоровье. И здесь какой-то врач, кто вас будет лечить там или смотреть, кто будет слушать то, что вам нужно, он будет
слышать вас. Не так, что вы говорите одно, а врач говорит другое. Или говорит, ну, молодец, как вот мне тоже врач сказал. Идите, говорит, люди с этим живут, идите отсюда. У меня 2 минут не прошло, когда я зашла. Я такой, тебе только сказала, идите, говорит, люди с этим живут, идите. Никакого лечения, иди отсюда. То есть такого не будет у вас. У вас врач внимательно вас послушает, он вам поможет, он даст рекомендации, он будет слышать ваши слова, где вам больно, или там, что вы хотели бы, какой результат вы хотели. Вот здесь будет хороший, поэтому занимайтесь, правильно вы делаете. Здесь будет хороший человек, который вам поможет насчет здоровья, и этот, как бы вот, услышит вас, будет вас слышать, ваши вот эти вот нужды, ваши желания. Врач-стоматолог, он меня понимает, да. Ой, очень важно, чтобы был хороший стоматолог, это просто и вообще нифига не просто его найти, кстати, хорошего. Да любого специалиста вообще. Стоматологи, конечно. Так что продолжайте заниматься. Немножко, говорю, подольше времени это у вас, возможно, займет, да, как-то растянется, но нормально все будет. Оно как бы все идет, так как бы все хорошо. Вот. Так, давайте про личное спросим. Да? Ой, какие-то новости получите от своего парня. Блин, опять закрывают. В общем, какие-то новости вы получите от своего парня. Вам парень что-то вас, в общем, напишет что-то такое страстное, что-то такое, что очень хотел бы оказаться с вами в темной комнате. Я не знаю, вообще что-то, какое-то желание у него к вам будет. И он напишет свои мысли, свои желания, что бы он хотел, вот что-то такое вот. Но все-таки не до конца он раскроется, не до конца. Чего-то он все-таки будет не договаривать. Он, может быть, будет не договаривать то, что вот вы на расстоянии, это значит, что отношений теплых как бы не ждать, да, но как бы это холодность, потому что люди должны быть рядом. То есть это может быть вот это вот отдаление, нарушать гармонию, то, что вот расстояние мешает отношениям. Гармонии нет, нехватка, наполнения нет. Вот об этом он, может быть, не скажет вам. Вот. Ну, кстати, может, я даже не знаю, но здесь неожиданно, или он может к вам приехать, или вы можете что-то такое узнать, какую-то новость неожиданную. Резко, неожиданно что-то может случиться с ним. То есть тут как бы или он что-то поймет, или приедет к вам резко, неожиданно. Возможность появится, может быть, и приедет, да? Вот хоть он, потому что он много о вас думает, и думает, как о такой женщине, которая знает себе цену, которая красивая, которая привлекательная, достойная такая. Возможно, умеет вкусно готовить. И все у вас под контролем. Вся ваша жизнь под контролем. Вы знаете, чего вы хотите. Как бы вот. Какие у вас могут быть с ним отношения? Получение удовольствия. Получение удовольствия. Видите, здесь какое-то в одностороннем порядке. Получение удовольствия в одностороннем порядке. Ну, здесь, может быть, вы чего-то о нем не знаете, сомневаетесь и не доверяете еще, может быть, этому человеку. То есть, прежде чем пускаться с ним во все тяжкие, проверьте какое-то условие свои поставьте, какие-то свои условия. Узнайте человека хорошо, получше. Вот. И у вас должны быть какие-то ваши условия, да. То есть или так, или никак. Вот, я хочу вот так, я думаю, что вот, ну, потому что, ну, не идите против себя никогда. Потому что мужчина никогда не пойдет против себя. Ну, все время. Он, если что-то сделает вам приятно, только для того, чтобы вот именно что сделать так, как ему надо в итоге. То есть здесь отстаивайте какие-то свои приоритеты. Когда с ним общаетесь, если хотите побольше о нем узнать, узнавайте. Прям спрашивайте, как есть. Вот все нормально, ничего не скрывайте. Общайтесь так вот, как хотели бы, да, вот общайтесь.
Возможно, он будет вам говорить, что встреча может состояться, что он приедет, но встреча может не состояться. То есть, как будто он может сказать неправду или может измениться ситуация. Вообще, нужна ли вам встреча? Да, нужна вам встреча. Вам нужна встреча, потому что вы поймете, как действовать дальше. Вам бы лучше встретиться, конечно. Потому что вот это вот на расстоянии переписки, тем более вы, может быть, еще не все о нем знаете, да, лучше встретиться, поговорить лично. Потому что вы тогда сразу поймете, как сделать выбор, правильный. Потому что выбор вы в любом случае будете делать, последствия будут в любом случае. То есть вы можете или выбрать его, или не выбрать его. То есть какие отношения вы с ним хотели бы, вот такие или такие, да, в любом случае будет какой-то результат. Выбор в любом случае вам нужно будет делать, поэтому лучше бы вам встретиться, конечно. Потому что, возможно, в прошлом у вас были такие встречи, которые легких отношений желали, да, там люди, которые были вот к вам, относились хорошо, да, но несерьезные отношения. Поэтому нужно встретиться. Здесь как будто говорят, не нужно закрывать своих желаний. То есть, если вы сильная, не скрывайте, что вы сильная. Если вы успешная, вы успешная. То есть, как бы, что теперь, подстраиваться по других, что ли, да? Если у вас что-то получается, радуйтесь и получайте удовольствие. Не обращайте вообще ни на кого внимания. И если кто-то что-то о вас думает, то это только его мысли, да, как бы вообще не обращайте внимания ни на кого, ни на что. То есть, слушайте только себя и свое сердце. И здесь вот не ограничивайте себя ни в чем просто. Вам так говорят. Не нужно себя ограничивать, не нужно в себе сомневаться. Если кто-то вам что-то скажет такое, что как бы не нужно общаться вообще с этим человеком, что это такое за ерунду он говорит, то есть даже не сомневайтесь в себе ни в чем вообще. Были такие. Нет, тут вот у вас скоро что-то тут все в работе, вы работаете. Здесь одна работа. Человек с работы. Вы много работаете. Не он человек, не человек, а вы много работаете. Чтобы вы жили в достатке, благополучии, чтобы вы могли купить то, что вы хотите. Возможно, у вас определенные цели есть, да, вы очень-очень много работаете. Возможно, вам приходилось очень много учиться, очень много подстраиваться, чтобы работать в том коллективе, в котором вы работаете, благополучно достичь определенных успехов. Да, это касается вас. То есть то, что вы тут вся в работе. Мне показывает, что это вы. Я спросила, он или вы, это вы. Вы вся в работе. Но все равно вас не устраивает, что рядом не те мужчины. Видите, рядом нет мужчины. Здесь какие-то жесткие, которые, знаете, холодные, которые жадные до чувств, чтобы показать, что как он любит. Нет, все какие-то вот, все не то рядом. Что для семьи никого нет. Вот, видите, вы никого не видите рядом. Да, работяжка это. Так. Здесь новый партнер. Я просто спросила, новый-то парень появится в вашей жизни? Да, здесь какой-то новый парень придет в вашу жизнь. Кстати, как-то по судьбе. Он может быть немножко, правда, моложе вас. Или как-то он будет чувствовать себя, что вы как-то вот для него более богатая по статусу, какая-то шикарная женщина. Он как-то до вас вот еще расти и расти, как бы, да. То есть он будет, в его глазах вы будете выше, как королева стоять. То есть здесь знакомство-то да, новый человек будет. До конца 2024. Да, до конца 2024 года у вас будет новый человек, но до конца 2024 вы, может быть, еще и с этим не решите, который на переписке. Вы будете и тут у вас переписка будет, и новый какой-то еще, новое знакомство. Знаете, вам тут много не надо мечтать и фантазировать. Знаете, не одевайте на мужчин вот эти вот, знаете, того, чего нет. То есть не придумывайте ничего, когда будете общаться с мужчинами. Вам нужно видеть все как есть. Не одевайте розовые очки. То есть старайтесь смотреть трезво.
Какой-то человек к вам приедет с любовью. Слушайте, тут прям любовь, человек к вам. Ну, кто из них-то, когда их двое, не понять. Нет, не прошлый, не тот, который в прошлом. Который в будущем, скорее всего, прорвется. А он одинокий, кстати. Он одинокий, но он вам как бы по судьбе вам так задумано, то, что вы встретитесь. Вы встретитесь с новым человеком. Вы как-то до конца 2024 года, у вас тоже тут будет встреча. Новый человек приходит в вашу жизнь. Но и этот еще не уходит. Вы как будто с ним еще не разобрались. Не разберетесь до конца. Может быть, он вам будет обещать, что я приеду, дорогая, там, я еду. Бац, ой, извини, не получилось, там, или еще что-то. Потом опять я еду. В общем, что-то будете решать. Двое будет мужчин. Новый будет за вас бороться. Новый мужчина, он будет за вас бороться. Он сразу увидит, как можно с вами наслаждаться, какая вы женщина, ресурсная, да, и просто вот ему с вами будет классно. Он будет понимать, что с вами он себя чувствует по-другому. Бывает, что так, когда ты с человеком, и хочется стать лучше, да, хочется для этого человека все сделать. И вот он будет с вами чувствовать, что он как бы на многое способен, когда он с вами. Он будет бороться с конкурентами, он как бы покажет, что он лучше, чем другие. И тут, скорее всего, у вас начнутся отношения, если вы захотите, как бы вот тут вы начнете общаться. Да, опять выход. Две карты достал. Ну вот, двое мужчин. А видите, будет двое мужчин у вас. Тут как ни крути насчет личной жизни. Ну, я спрашиваю про другое, а мне дают, то есть общение с каким-то человеком, который много флиртовал, но ничего не делал, оно заканчивается. Хотя я спросила про другое, я не знаю, они мне говорят только про это. В деньгах, как бы, если какие-то препятствия были, то они разрешатся. Может быть, даже с чьей-то помощью, может кто-то что-то подарит, переведет деньги вам до Нового года. Да, получите какие-то денежки. То, что не могло решиться, оно решится с денежкой. Просто я про деньги спросила еще тогда, когда мне сказали, что показывают вот этого вашего мужчину. Ну, все, я тоже спрашиваю, а мне все равно говорят, видите, об этом. А то, что тут у вас встреча с вашим мужчиной, который, возможно, станет вашим мужем, потому что здесь, видите, иерофант, как бы серьезные законные отношения. Верховный жрец, то есть все как положено, расписались, я тебя люблю, я тебя тоже, все. Как бы так вот. Тут не показывают уже другого, мне показывают только вот любовь. Любовь, морковь, любовные отношения. Вы будете разбираться с любовью. Самое такое интересно. Интересненько. Я вам тоже потом расскажу, если что. Я тоже это я делала в Телеграме, выкладывала картинку. У меня тоже там что-то вроде хочет наметиться, но я надеюсь, ну посмотрим. Так. Для Антонины. Устройте себе отдых. Устройте себе отдых. Отдохните немножко. Уделите себе внимание. Посмотрите классный фильм. Что-то такое. Наденьте теплые носочки. Вот, так что спасибо. Так. Сейчас я обновлю, что-то зависло. Все, я ответила на все. Так. Ссылку не закрепила, да? Я только сейчас зашла. Или закрепила, в общем, не знаю.
Давайте дальше сейчас подсказки дам, а потом общий раскладик будет. Да, будем смотреть 10 посланий из будущего. Вот на этой колоде будем смотреть. Вы пока загадываете циферки от единички до 10. Будем послания из будущего смотреть. Я пока сейчас пробегусь по комментариям, кому еще надо подсказки. Подсказки для Екатерины. Екатерина Коновалова. Подсказки, да. Галина, я такое не смотрю, не могу вам что сказать. Если нужна подсказка, это посмотрите, подсказка. Карты они не скажут, они скажут, что все окей, отлично, и это будет значить, что для вас это не отлично, а для человека все отлично. То есть тут как бы нельзя определенно точно сказать, потому что я тоже так смотрела. Но человеку реально там хорошо. Вот. А вы можете думать, ой-ой-ой. Так, Екатерина Коновалова. Подсказки для Екатерины. Смотрим по очереди. Так, Екатерина Коновалова. Все получится, все получится, все получится. Хорошая, позитивная подсказка. Екатерина Коновалова. Смотрим. Не стоит соблазняться, к хорошему это не приведет. Кто-то вас соблазняет. Возможно, вас не кто-то соблазняет, а возможно, на ночь просто не надо есть. Для меня это большой соблазн, кстати, не есть на ночь, потому что я хочу, например, красивую одежду, но не могу купить, потому что у меня где-то что-то не устраивает в себе, да, например. Поэтому на ночь, если я не поем, я очень довольна. Поэтому здесь что-то такое будет вас соблазнять. Не соблазняйтесь, не знаю, что это значит. Может, где-то надо не пить, если завтра на работу, или там на учебу, не знаю. Вот. Вы поймете. Подсказка для Екатерины. Смотрим. То, что другие думают о вас, это их реальность, но не ваша. Не заморачивайтесь. Вот это, кстати, очень даже правда. То, что другие думают о вас, это они себе в голове там придумали, это вообще может вас вообще никак не касаться. То есть это вообще абсолютно может быть неправда, то, что другие люди думают о вас. Потому что люди вас не знают, они видят только картинку. Вот вы там, а все, они не знают, как вы живете, что у вас происходит. Да, сейчас какие трудности вы проходите. Екатерина Коновалова, смотрим. Ой, остановись, перестань строчить сообщения, перестань следить, перестань зацикливаться на этом человеке. Просто остановись. Кто там вам очень-очень нравится? Сделайте передышку пока что. Сделайте передышку. Переключите внимание на себя. Екатерина Коновалова. Послание из будущего. Мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Видите, смотрите, какой большой мир. Так что не ограничивайте себя, пишите 100 своих. Кстати, сегодня полнолуние, давайте. Вы можете вообще все написать, кто хочет. Новое можно что-то делать, что-то начинать, писать списки, не знаю. Сейчас на убывающую луну можно просить то, что вы хотите, чтобы ушло. Например, хочу, чтобы все неприятности и препятствия ушли. Хочу, чтобы дороги открылись, чтобы любовь пришла в мою жизнь и большие деньги. Главное, чтобы они легко приходили и оставались со мной навсегда, да. Что-то такое здоровье хочу, да. В общем, такое что-то вот приятное, хорошее. Что-то я увлеклась. Так, Екатерина Коновалова посмотрели. Сейчас дальше смотрим. Так, Галина, подсказка. Галина. Я говорю, так вы не поймете. Галина, подсказка. Вкладывайте деньги в мечту. Видите, оно совсем не стыкуется, если вы о том. Вам говорят, вкладывайте деньги в мечту. Вам на что-то нужны будут деньги, поэтому откладывайте, вкладывайте, что-то делайте, подумайте. Возможно, нужны будут деньги. Какие-то новости вы получите. Новости от какого-то человека, от которого вы знаете. Или новости о человеке из прошлого, или новости о том, о ком, в общем, новости о том, о ком вы знаете, вы получите.
Так, давайте послание из будущего смотрим. 10 посланий будет вот на этой колоде. Можете загадать цифры от единички до 10. Можете загадать одну цифру, можете несколько. Вот. И это будет послание из будущего для вас на данный момент времени. Так, давайте будем смотреть, кто загадал цифру 1. Смотрим послание из будущего. Ты на верном пути, твой план верный, ты достигнешь успеха. Хорошее послание. Двоечки. Цифра 2 кто загадал? Уделяй сну и отдыху больше времени, тебе нужно восстановить силы. Ну, отдыхать, идите отдыхать, в общем. Троечки. Ой, смотрите. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Желает добра. Классный попугайчик. Четверки. Четверки. Отпусти свою обиду. Она делает тебя уязвимым. То есть вами можно манипулировать, если выводить на эмоции. По этой обиде, кстати, вы еще и можете свою энергию отдавать тому человеку. Зачем вам это надо? Пустите и живите. То есть это может вас контролировать и манипулировать. Пятерки. Послание из будущего. Ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Может быть, вы будильник забыли поставить, может, вам завтра куда-то надо вставать, или список забыли написать, или домашку сделать. То есть вы еще успеете, давайте, учите, что там надо. Шестерка. Кто шестерку загадал? Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Не бойтесь быть собой. Не нужно, чтобы кто-то вас одобрял, там что-то там. Ну, все нормально. Семерки. Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. Кто-то хочет вашей заботы и внимания. Восьмерки. Так, восьмерки же? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, 8. Восьмерки. Тебе нужно побороть свой страх. Только действие побеждает страх. Боишься? Действуй. Побороть страх. Девятки. Ой, смотрите, чашечка чая или кофе, что хотите. Не зацикливайся, отпусти ситуацию, все разрешится наилучшим образом. Наилучшим образом. Как же хорошо. Сидишь так, пьешь кофе, а тут все само решается, так круто. Десятки. Было бы здорово, да? Десятки. Ты ограничиваешь свои возможности. Пора выходить из зоны комфорта. Смотрите там, как красиво за окном. Выходите, не ограничивайте себя. Позвольте себе больше. Там не только опасный мир, он еще и красивый. Да? Там не надумывайте себе лишнего. Екатерина Коновалова, вам тоже спасибо. Так, давайте теперь посмотрим тоже общий раскладик. Что делать, чтобы неделя была хорошей, и что не делать, чтобы неделя была хорошей. 3 позиции будет. Ну вот, может, кто-то будет смотреть в записи, да? Первая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошей, что не делать, чтобы неделя была хорошей. Так, что делать, чтобы неделя была хорошая? Уходить от неприятностей. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Если какие-то поездки, езжайте, куда-то вас приглашают, куда-то надо поехать. Здесь нужны поездки, разъезды какие-то, может быть, переезды даже, может быть, вам придется там жилье. Там. То есть здесь что делать? Нужно проявлять активную позицию, нужно везде ездить, если вас куда-то зовут, много общаться, много думайте, рассуждайте. Что нужно делать? Здесь еще коммуникация, общение. Принимайте решительные действия, не бездействуйте, как бы вот. Что не нужно делать? Что не нужно делать? Не нужно думать, что сейчас все будет так же, как раньше. Ой-ой-ой, вот у меня раньше было так, и сейчас... То есть не нужно себе надумывать, что сейчас будет так же, как и раньше. Может быть, и не будет. Зачем вы себе не нагружаете себя левыми, там, какими-то лишними мыслями? То есть будет как раньше, опять я на эти грабли наступлю, опять вот что-то там вот никому не доверяю. Вот это вот не нужно. Вам этого не нужно. Не закрывайтесь. Вот. Анализируйте больше и дайте возможности войти в вашу жизнь. Двоечки. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была. Что делать, чтобы неделя была хорошая?
Здесь очень много движений. Если по карьерной лестнице куда-то вас будут там звать, продвигать, и соглашайтесь, рассмотрите предложение. Любые вакансии, ходите там, куда-то вас зовут. В общем, куда вас позовут, туда и идите. Активную позицию заявляйте, занимаете. То есть вы должны заявить о себе, что вы активный человек, деятельный, общаетесь со всеми, коммуницируете. То есть здесь общительность, энергичность, поездки, куда-то вас зовут, куда-то надо поехать. Да, только там вот это, кто поедет? Я поеду, все, давай, это там то, вот как бы вы едете, вы активны, вы такой везде. Везде, вы и тут, и там, и тут, вы везде успеваете все делать, то есть здесь активная позиция. Какие-то поездки езжайте, делайте то, что вы спланировали, делайте. Коммуницируйте с людьми, очень много может быть знакомств новых. Что не нужно делать? Не нужно себя обманывать, не нужно тормозить себя, и не нужно ничего надумывать. Здесь какой-то самообман может быть, да. И знаете, может быть, здесь еще не нужно верить всему, что говорят, проверяйте, да, но не надумывайте. Как будто вы сами себя можете обмануть в чем-то. То есть будьте с собой честны. Вот и так. И если есть возможность поехать, а не пойти пешком, да, ну езжайте, лучше поехать. Лучше поехать. Если там скинуться на такси, да, и как-то вот поехать лучше, чем потом на автобус, пешком, где-то что-то. Так. Что делать, чтобы неделя была хорошая, троечки? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно делать все, что вам нравится. Любые предложения, любая коммуникация, которая к вам приходит, предложение рассматривайте с точки зрения, чтобы вам было выгодно, вам было хорошо. С коммуникацией тоже смотрите, чтобы вам человек был приятен, вы хотели с ним общаться, а не он с вами. Если вы не хотите с ним общаться, не общайтесь. Если он приятный человек, вам хорошо, то и чай попейте там, и пообщайтесь, и поговорите, да. То есть вот здесь так, и что-то там обсудите, если вам уютно и хорошо с этими людьми, в какой-то ситуации, то да, главное, чтобы вам было хорошо, что бы вы ни делали, главное, чтобы ваши чувства были на первом месте, ваши ощущения, чтобы вам было классно. То есть вот здесь так, коммуникация с людьми, да, тут общение такое дружеское, душевное, такого много. И что бы вы ни делали, кстати, любые решения, которые вы принимаете, если вы семейный человек или у вас есть там вторая половинка, дети, да, любое решение, которое вы принимаете, принимайте так, чтобы было хорошо вам и вашей семье. Не кому-то там, не идите на уступки, ну ладно, да, ну ладно, я выйду в выходной. Да нифига, не выйду я, у меня семья, я хочу семье время провести. То есть у меня другие планы, я в киношку с друзьями пойду. То есть как бы вот так. Что не нужно делать? Как-то не нужно сомневаться, когда вы делаете какой-то выбор, какое-то решение принимаете. Здесь вообще не сомневайтесь, ну потому что здесь нужно чувствовать, как вы хотите. Не идите против себя. Если вас кто-то заставляет делать выбор, не делайте его или делайте выбор в свою пользу. Скажите, ну тебя нафиг, не надо на меня давить, я сама знаю, что мне нужно, да, что мне лучше. Здесь как-то так вот. Вот. Не сомневайтесь в своем выборе. Просто делайте то, что будет для вас хорошо в этот период, вот здесь так. Не нужно уступать никому. Не сейчас. Вот такой получился раскладик. Сейчас я быстренько гляну донатики. Все, донатики, в общем, я всем ответила. Если кто-то еще захочет донат кинуть, напишите, потому что я буду заканчивать. В общем, смотрите, у нас по субботам эфиры. Каждую субботу эфирчики, приходите. Уже не 21:30, уже для меня слишком поздно, уже 20:30 они. 20:30 я уже пораньше на час. Вот. Так что приходите. Подсказки у нас бесплатные, подсказки вот на основной колоде. Вообще 5 колод, но вот основная колода вот это. Если одна нужна подсказка или на всех 5, просто пишите в комментариях слово подсказка или подсказки, и все. Вот. Вопросики у нас за донаты, там 250 рублей пока что. Пока что, поэтому приходите. Ну что, будем заканчивать эфир. Все уже вышли, все уже все получили свои подсказки и пошли спать. Или там, не знаю, пошли киношку смотреть. Всех обнимаю, целую. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть у вас будет успешная неделя. Пусть все получится. Пусть новые знакомства придут в вашу жизнь. Хорошие, приятные. Пусть любимые люди всегда вас обнимают. Всегда будут рядом с вами. Так что, ну вот все. Пусть у вас все получается.
Все, увидимся с вами на следующей неделе. Буду заканчивать эфир.